Доброе утро! Сегодня третий день. Второе замечательное утро, когда кто-то нас будет. Время 7:30, наверное. Пришел чувак косить траву поля. Он, с одной стороны, молодец, с другой стороны, конечно, охота поспать. Да. The man on the work. Роман у нас сегодня на кухне готовит картофельное пюре. Знаменитое. Знаменитое. Из специальных картофельных хлопьев, да, Роман? Знаменитых. А разбавлять данное пюре мы будем килькой с халапеньо. Элитной килькой. Вкусные консервы тоже написано. Роман попробовал это в своем прошлом велопутешествии и сказал, что это пища богов. Я ему, конечно, не верю, но если Роман сказал, то надо пробовать. Надо проверять. Надо проверять. Надо развенчивать миф. Да. Ждем. Чувствую себя просто на каком-то лакшери обеде. Суперская тарелка. Горит все огнем. Халапеньо реально чувствуется. Сейчас вы наблюдаете шишечный сбор. Как она коптит на этих шишках. Да. Я думаю, что отчасти вся посуда такая черная из-за того, что мы все время шишками только. Ну, фиг его знает. Слушай, на дровах тоже копоть собирается. Собирается. Мы сейчас, кстати, будем кипятить воду. У нас тут 5-литровку мы нашли. На других полянах. Будем мыть головы, приводить себя в порядок. Таков план. Мы позавтракали, помылись и начали собираться. Не помню, говорил я или нет, мы находимся на Комсомольской поляне. Ну, такое название на карте. Что я хотела показать? Это я вообще заметила буквально сегодня. Тут есть такие тропиночки, уходящие в лес. И ведут они вот в такие замечательные места под названием туалет. Я, конечно, не рискнула бы сюда ходить, но, наверное, это лучше, чем ничего. И таких вот штук здесь на самом деле несколько. Они выглядят либо вот так же, либо в виде ямки в земле. Тоже такой тропинкой укромной. Так даже не скажешь. Ого, это красная смородина. Интересно. Это малина. Вот ягодка. А прямо около нашей поляны дикая яблоня растет. Так, в принципе, место довольно-таки уютное. Роман, вам слово. Купил по совету нескольких людей ситусамитовский гермомешок, который компрессионный мешок, гермомешок. Короче, это бомба. Напихиваешь сюда шматье, делаешь так, и у тебя в половину меньше шматья. Вот эта вот оранжевая часть, она пропускает воздух, но не позволяет воздуху наполнять снова мешок. Из-за этого... Ну и он герметичный при этом. Да, и при этом он герметичный. Вот такая интересная штука. Роман мне хвастался, что 20 литров объема он превращает в 10, этот мешок. Ну там можно больше, просто у нас там такой шматье, который сильно не сожмешь. Так, а что там у нас лежит? У нас там спальник, у нас там моя подушка. Спальник, который кокон. Да. 2 подушки сейчас тут лежит. Твои какие-то шмотки лежат. Нормально. Сколько водомерок. На дне видна тень от них. Как узоры такие прикольные.
Здесь у меня нафильтрованный Оридыш. Ну, тем фильтром, которым мы пользуемся. И могу сказать, что Оридыш на вкус как Оридыш. То есть это прям речка. Чувствуется тина. Ну, такая какая-то своеобразная вода. Не очень приятно пить. После кипячения уже такого нет. Уютный туалет. Кошмар, да? С борщевиком, там вообще жижа какая-то. Жесть. Вот это все пеньки от борщевика. Сейчас иду и думаю, нафига я сюда поперлась. Просто хотела посмотреть, что там. Ну, посмотрела. Роман там собирается. Так, ну, у меня вопрос к знатокам. Я себе купила кизлярский нож финский, и у него есть какая-то проблема с окрасом рукоятки. Она у него вот в этих вот местах, она какая-то вот как будто бы полустертая. Я дома нанесла на него 2 слоя пропитки по дереву и покрыла маслом для садовой мебели. Просушила как надо, там 24 часа, даже чуть больше. Ну и, собственно, засунула обратно в ножны, понесла, и вот он у меня буквально в следующий день сделалось то же самое. Вот, может быть, на солнце вот так вот видно, наверное, да, что он какой-то такой полинявший. И я поняла, что дело на самом деле в ножнах. То есть ножны то ли впитывают часть пропитки, то ли слишком плотно соприкасаются. И вот в местах соприкосновения так вот оно стирается. Вопрос, в общем-то, к знатокам. Что с этим можно сделать? Что я свой вариант рассказала, и он не совсем помог. А еще она немножко шершавая какая-то. Я, в принципе, ее шкурила, но, видимо, маловато. А так нож прикольный. Мне нравится. Финский. Время 11:20. Мы свернули лагерь. Я с чистой головой. Даже не хочу кепочку одевать. Мы выдвигаемся. Что, пошли? Интересно, нас квадрик подвезет. И прошли дальше вдоль Комсомольской вот этой поляны. Ну, там такая на карте типа косы нарисована. И здесь трактор прошел, и вот здесь тоже выкосил большое-большое поле. Это все тоже на самом деле частично борщевик. Поляна огромная. Видимо, там вот проход вдоль берега к воде, потому что здесь вот выходов к воде новых не делали. Какие-то вот малипусечные есть. Оридыш. Но тут только если очень-очень аккуратно воду набирать. Видимо, прям реально к чему-то готовятся. Не просто так они косят траву в большом количестве. Что-то, видимо, тут намечается. Большое мероприятие. Прям место освобождает. Угу. Вчера вот мы когда перед тем, как поставить свой лагерь, приходил мужик, явно начальник, и прям так распоряжался: тут убрать, там убрать, сям убрать. Впереди нас грузовая туча. Прогноз мы посмотрели перед выходом из лагеря, но вроде как оно там мимо должно пройти. Будем надеяться, что так и есть. Места здесь симпатичные. Я вот не могу сказать, что Оридыш меня как-то особо впечатлил своими видами, но сказать, что тут некрасиво, тоже нельзя. Тут такое интересное соединение полей и сосновых лесов. Еще и речка. Камушков только не хватает. Скал каких-то. Там дальше впереди Дивонский выход породы.
получится, если, то покажу. Чуть-чуть мы прошли. Я увидела прекрасную поляну. Тут, скорее всего, тоже выход к воде хороший. Поляна сухая. Она такая солнечная. Ну вот смотрите, тут стекла столько набили. Вот куда? Случайно ночью выйдешь, не обувшись, и все. Блин, ну много стекла. Очень много стекла. Зачем так делать? А тут, кстати, уже частный сектор. Так что нет, тут, наверное, не получилось бы нормально переночевать. Тут вот дома уже. Какой интересный пирс. Высокий? Но я бы не рискнула здесь, на самом деле, прыгать. Не глубоко. Не настолько глубоко, чтобы здесь вот заниматься нырянием. Такой местный пляж. Песчаный. Если приглядеться, здесь вот дно устилают огромные скальные породы. Красивые домики, мне нравятся. И вид здесь прекрасный. Короче, Яндекс нам наврал. Мы идем под дождем. Промокли, но не сильно. Собакен. А еще тут у них в деревне прикольная брусчатка. Похоже, старая. Такая прям. Камушки. Яндекс исправился и говорит, что Дождь идет. есть идет. Дождь есть. Мы, получается, вот в Новосеверской, здесь вот. Сейчас время 12 часов. 12:10, 12:20, 12:30. И где-то в 12:40 он точно закончится. Ну, ждем тогда. Коровами тут пахнет. Тоже какая-то такая старая дорожка, выложенная камнями. Я увидела ягодки земляники. Их много. Они еще недозрелые, конечно, местами. Ничего так. Вкусненько. О, это пшеничное поле. Проблем. Уже, кстати, набитый колосок. Скоро, наверное, собирать будут. Кто рискнет отведать дикого яблочка, а? Я прям вот через камеру даже чувствую, какое оно кислое, сводит от него скулы. Я в детстве, наверное, сожрал. Да в детстве все сожрали бы. Мы пришли к ГЭС у поселка Белогорка. Выход Дивона.
уточки. Они на нас даже не обращают внимания. Перед ГЭС, видимо, там где-то выше по течению они начинают свой сплав, и перед ГЭС все заворачивают. Тут уже третья группа, пока мы стояли, отдыхали, перешвартовывается. Мы повелители дождя. Ух. Елки, конечно, да, сейчас наденем. Елки прям, смотри, на грани. Да. Тут какие-то там тоже на той елке такие перекладинки были. Да, тут вид вообще шикарный. Дятел, иди сюда. Я знаю. Да. Не подскажешь, какой по счету дождь мы с тобой пережили? 4-й, может, 5-й. Я думала 3-й, но может быть и 4-й. Что-то вообще. То есть 20 минут идем, 20 минут стоим под деревом, пережидаем дождь. А кушать-то уже хочется. Время час дня, даже чуть больше. А у нас, Анастасия, расписание. Мы ебошим еду в себя в одно и то же время. Вышли из леса, в какую-то деревню попали. Ищем магазинчик для пополнения запаса жиров, белков и углеводов. Но в основном углеводов. А что мы имеем? Мы имеем йогурт. Мы имеем пачку шоколадного печенья, кстати, очень вкусного. Пару бананов и добрый кола. Мы уже так промокли, что такой вот слепой дождик совершенно не портит нам ни аппетит, ни желание просто где-то там прятаться. А вид шикарный, как по мне. Вообще офигенный вид. Там вот деревья, так корни видны, видишь, да, у елки. Уточки плавают. Вся водная гладь в таких кружках. Прикольно. Нельзя здесь ставить палатки? А, вон, да, знак. Смотри, какой там дом на вершине желтый. Там как будто какие-то беседки даже есть. Ну, они какие-то недоделанные. А вот и мост. Вон мост, да. Мусорка вот есть. Приколдесно. Лепота прям. Тут, походу, у нас народ с сапами вот с этого места сплавляется. Еще один мостик через Оридыш. Вот эта часть речки мне нравится больше. Но тут и цивилизация. Тут 3 деревни идут подряд. Мы вот, получается, 2-ю сейчас проходим. Туда? 2-й, да. Дело и те, что туризм не вообще прям. Да. В принципе, мне кажется, на велике почти весь маршрут можно было проехать, там, за редким исключением. Пару оврагов пешком пройти просто. Криповые какие-то архитектурные элементы. Неприметная тропинка привела нас на экотропу. Снова мы решили к речке спуститься.
Я вот все шла мимо вот этих цветов и думала, очень похоже на иван-чай. Вот решил погуглить. Это иван-чай. Жалко, ты не ботаник. Ну, у меня просто память фиговая. Я как будто бы вспоминаю, но не могу точно вспомнить, это оно или нет. Я его даже листик разминала в руках, но, ну, как бы он не пахнет там никаким как-то особенно. Пахнет просто травой. Но его ферментируют, сушат. Ферментируют, это в смысле там протирают вот так вот, чтобы он немножко замялся. И после этого сушат. В общем, до завариваемого чая тут еще очень много надо проделать всяких манипуляций. Так вот сходу оно трава. Русская Швейцария. Вот это вот гораздо интересней. И вон там еще. Красиво, красиво. Это место называется Дивонский утес. Сиверский утес. И это место сохранило информацию о том, что раньше здесь было огромное море. И там археологи находят всякие окаменелые предпозвоночные, так, кажется, их назвали, предки позвоночных, кистеперых. В общем, интересное место. А еще там написано, ну, на стенде информационном, что это чуть ли не первая фотография Проскудина-Горского, цветная, в начале прошлого века. Дивонский утес поближе. Вон там везде в этих дырочках живут птички. Так прикольно. Прям у них активная такая жизнь у птичек. Они подлетают, что-то там в гнезду. Там кто-то их ждет. Вон, видишь, там вот торчат мордочки. Вон, вон, вон. Да, ветка спускается, там вот прям два подряд гнезда. Там кто-то, птенцы, наверное, сидят. Вода такая прозрачная тут тоже. И дно не грязное. Утки вообще не пуганые. Да, они ждут, что ты им еду дашь. Да? Да. Сорян, братва, у нас ни хлеба, ничего нет. Только печеньки. А печеньки вам нельзя. Да и хлеб тоже нельзя. Кек. Кря-кря. Смотри, смотри, смотри. Как красиво играет. Видишь, вода. Да. Снимаешь? Да. А сейчас снимаешь? И сейчас снимаю. Памятное фото. Роман ведет меня до железной станции через всякие экотропы. Да. Маршруты юга Петербурга. Йоу. Ну, если быть точным, юга Ленинградской области. Тут в целом можно было поселками пройти, но мы вот решили там продолжить. Все-таки по какой-то природе. Забавно. Сейчас вот мы шли по эко-маршруту, там была деревяшками выложена тропа. Она была настолько скользкая, что мы на своих трекинговых ботинках просто скользили, и в итоге там я свалилась одной ногой на землю, Роман там тоже еле удержался. О, пляж. Посидели тут немножко, отдохнули. Втыкали на уточек. Электричка уже наша слышно. Нам осталось чуть больше километра. Мимо дачек прикольных прошли. Ну или домов. Такие они прям мимимишные. Прям на берегу моря даже. Видали, на какую высоту мы забрались? Чем? 100 метров, наверное? Ну, камон. Камон. 20-30, наверное. Ладно.
Но мне кажется, этаж 8, может быть. Ну, как раз 20-30, наверное. Да? Ну ладно. Мне почему-то кажется, даже выше. Короче, Оридыш для водного туризма это, наверное, просто разрыв глаз. Пеший посложнее идет. Стоянок маловато. Дорога такая, средненькая. Но виды шикарные. Но с воды, наверное, даже интересней некоторые моменты смотрятся. Оридыш – одна из самых длинных рек в Ленинградской области протяженностью 200 километров. Несколько раз она меняет свое направление и даже поворачивает под углом, под прямым углом. Местами полноводные растекаются до 40 метров, а местами превращается в быструю речку шириной 15 метров. В нее впадают всякие речки, которые несут торф из болот. И написано, что торф идет ей на пользу, ведь торф очищает воду. И на дне и вокруг реки Оридыш встречаются камни, принесенные ледником несколько тысячелетий назад. Снова спуск вниз. Там шумит что-то, то ли порог какой-то есть, то ли ГЭС. Ну, получается, еще одна ГЭС. Кошак, иди сюда. Я вижу. Кошак, иди сюда, я тебя поглажу. Эх ты чё, блин, такой деловой-то? Красивый. Мяу. Вышли мы в город и окружены обычными панельными пятиэтажками. Зато у них есть какие-то модные мусорные баки. Что-то таких не видела даже. Педали есть. Угу. Тут я понимаю велик. Что-то очень необычное. Да. А то есть он типа похож вот на мой мопед, который у меня был. Вот двигатель, компоновка, это все похоже. Но плюс у него есть еще педали. Это какой-то первый электрический велик, судя по всему. Он электрический, бензиновый. А, первый бензиновый велик. Ну, нет, не первый. Из прикольной городской сиверской среды. Борис Акунин, смерть Ахиллеса. Получается, это букшеринг, Наверное. стилизованный под таксофонную будку. А лавочки-то прикольные, Ромка. Мы на Сиверской. Наше приключение закончилось. Всем пока. 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 Подписывайтесь на наш канал, если вам нравятся наши фильмы.